Приветствую вас, друзья! У нас прогноз на первую половину сентября для знака зодиака Стрелец. Давайте посмотрим, что вас ожидает с 1 по 15 сентября представителей знака зодиака Стрелец. Мы коснемся сферы отношений, работы, карьеры, бизнеса, финансов. Также мы получим совет или предупреждение от Таро, совет от королевы Луны, оракула. Ленорман нам покажет сюрприз, неожиданность для вас. И также у нас будет маятник. Маятник ответит на ваш вопрос, да или нет. Поэтому пока я готовлю ваш прогноз, подумайте, на какой вопрос вы хотите получить ответ. Стрельцы, первая половина сентября. Что у вас будет происходить в начале сентября? Ваш настрой, ваши ожидания. Ваши ожидания. Да, что-то вы будете ждать. Что у вас в личных отношениях? Первая карта, у кого не есть отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость. Для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 15 дней? Совет или предупреждение от Таро. На дне колоды у вас страшный суд. Но страшный суд — это выход из какого-то тяжелого положения. Это может быть выход из кризиса, из каких-то проблем. Что-то очень долго-долго тянулось. И вот сейчас вы найдете выход из этого положения. Может быть, это завершение каких-то судебных дел. Но еще это перемены в нашем настрое и в наших желаниях. Когда мы чувствуем, что наш внутренний голос, наша душа куда-то нас зовет. Может быть, поменять работу или поменять сферу деятельности. Может быть, выйти из отношений. Или наоборот, будет знакомство, которое приведет к тому, что вы поймете, да, это мой человек. Также это осознание того, что нужно заниматься своим духовным развитием. У кого-то может быть желание или уже возможность куда-то уехать. Поменять все. Тут может быть, судебные дела, да, две карты суда. Здесь суд людской, а здесь суд божественный. Еще, конечно, это что-то связано с отработкой кармы. Так, мы еще посмотрим. Потому что в совет ложится пятерка пентаклей, а это карта бездуховности. Когда мы полностью зациклены на материальной стороне жизни, забывая о том, что есть еще и духовное развитие. Сюрприз, неожиданность, стрельцы, первая половина сентября. У кого были проблемы со здоровьем, да, страшный суд, может быть, говорит об избавлении, освобождении, может быть, какой-то болезни. Здесь карта говорит о выздоровлении, но при помощи медицины. То есть здесь у вас появится надежда на то, что вы избавитесь от какой-то, может быть, болезни. Вы знаете, еще вот эти карты могут говорить, что вас ждет очень долгое будущее. Вы будете долгожителем. Тут или при помощи медицины, то есть вы избавляетесь от какой-то болезни, может быть, эта болезнь была кармическая, она вас чему-то учила, или вы что-то в ней отрабатывали. Или просто карта говорит, что медицина зайдет так далеко, ну, здесь долгая жизнь. Также у кого-то, может быть, сейчас появляются эзотерические наклонности. Это заниматься эзотерикой, духовными практиками. Это открытие канала ясновидения. Может быть, кто-то занимается астрологией. То есть это получение знаний не для всех. А также это появление ясной цели в вашей жизни. Иногда змея может показывать, что вас вот на эту цель натолкнет совет какой-то мудрой женщины.
Ну, например, вы с кем-то поделитесь, например, с мамой, что вот вы видите какие-то инсайты, или у вас очень хорошо срабатывает интуиция, и женщина вам скажет: ну, займись этим, нельзя же это отрицать. У кого-то появится осознание, что нужно вести здоровый образ жизни, заняться спортом, правильным питанием. Кстати, это будет очень хорошо на вас влиять. Ну, давайте мы уточним жрицу. Да, это может быть просто ожидание какой-то ситуации или решение вопросов. То есть здесь есть тайна, решится или нет. Но также жрица может показывать какую-то пожилую женщину. Может быть, это ваша мама, здесь может быть или помощь, или, вот, как я говорила, отдельный совет. Также кому-то могут поставить, наконец-то, диагноз, который приведет к выздоровлению. Ну, если не могли никак определить, что у вас. Ну, а еще это, конечно, эзотерика, это подсознание, это интуиция. Давайте посмотрим. Потому что здесь королева жезлов ваша карта, но еще она ведь показывает ведьмочку. Какой-то вопрос спорный вопрос, который вам, вот я говорила, поможет какая-то мудрая женщина этот вопрос разрешить. Но еще это конкуренция. Да, может быть, кто-то планирует заняться, также канал на ютубе вести, картами Таро, рунами. Но понимаете, что конкуренция бешеная. И чтобы пробиться, будет сложно. Может быть, нужно будет продумать. Ну, тут больше борьба с собой, да. Сомнения, колебания, борьба с собой. Но интуиция вам подсказывает: не сиди, действуй. Но мы сомневаемся. А вдруг не получится? А вдруг я потерплю провал? Ну, если не попробуете, то и не поймете, потерпите вы провал или у вас все получится. Но, скорее всего, вас туда зовет душа. Поэтому, ну, надо прислушаться. Ну, начало какого-то проекта. Здесь, конечно, у кого-то и решается вопрос с недвижимостью, переезд, покупка, продажа. Потому что вот для тех, кто в отношениях или в браке, здесь ложится 4 кубков. Здесь какие-то переживания, недовольство, расстройство. Вы можете расстроены быть, что ваши планы какие-то не сбываются. Или это разочарование в отношениях. Может быть, какие-то обиды, недопонимания. Но это больше эмоциональное расстройство. Это когда у нас проходит вот эта влюбленность, спадают розовые очки, как похмелье. И карта показывает, что на самом деле все не так в розовом цвете, как я себе представлял или представляла. Если вы поссорились, то карта говорит, примирение может произойти. Может быть, сам человек придет к вам мириться. Другой вопрос, согласитесь вы или нет. Здесь может быть реально какие-то кармические отношения. Давайте мы уточним. Еще это, знаете, когда человек не хочет сам меняться. Вот сидит в каких-то старых программах, установках. Может быть, для того, чтобы ваши отношения, вот туз кубков, чтобы чувства опять вспыхли, ну, нужно что-то менять. Потому что 4 это рутина. Это болото, которое нет там ни движения, ничего. Это кризис. У кого-то здесь никак не решается вопрос с жильем. Жилье или наследство. Вот 2 карты суда. Может быть, вы никак не можете решить. Или здесь карта говорит, может быть, ожидания по верховной жрице одобрят вам ипотеку. Или помогут вам. Или, наконец-то, решится вот суд. Ну, туз пентаклей лег. Здесь какая-то подвижка будет. Карта может показывать получение наследства, получение прибыли. Также это покупка-продажа. Ну, а если касаться отношений, то здесь нужно что-то вносить, чтобы не сидеть как в болоте, да, а чтобы ваши отношения расцвели. Не знаю, может быть, куда-то вместе сходить, съездить. Или вас тут будет ждать какое-то радостное событие, которое вас выведет вот из этой тоски и скуки. Ну, может быть, реально у вас решится вопрос с жильем наконец-то. И вы воспрянете духом. Потому что в деньгах здесь императрица. Это может быть предложение руки и сердца. Может быть, 9-то, наконец-то, давай вступим в брак, заключим брачное соглашение, поженимся. Здесь вот присутствует паж. Может быть, здесь у кого-то есть ребенок. Или вы живете уже давно, не расписаны. Может быть, у вас и дети есть.
А также это создать свою империю. Это обрести свой дом, который вы будете украшать. Дерево– это род, это ваша родовая ветка. Да? Вот какая-то цель у вас появляется, прояснение в том вопросе, в котором, может быть, вот был кризис, как я говорила, по пятерке. Хорошо для тех, кто в поиске любви. Но здесь карта говорит об исполнении вашего желания, когда мы наслаждаемся обществом друг друга, но в то же время вот здесь человек сидит один. У него за спиной 9 кубков, то есть у него в жизни есть все. Любимая работа, финансы, обеспеченность, но эмоционально пока человеку хорошо наедине. Может быть, у вас закончились какие-то отношения, пока вы занимаетесь собой, может быть, своим здоровьем. Кто-то, может быть, сейчас записался там на йогу, на какие-то духовные практики. Вы занимаетесь вот своим развитием. Дайте я уточню. Развитием, обучением, может быть, своей карьерой. Может быть, вы сейчас учитесь, даете какие-то экзамены, проходите тесты. Может быть, занимаетесь, как я вот сказала, по тройке, своим духовным ростом. Но смотрите, если вы сейчас не настроены на новые отношения, потому что легла ваша карта в конце, то есть вы сейчас полностью посвящены себе, своему развитию, росту, продвижению, выздоровлению. А если вы захотите познакомиться, да, есть такой шанс, может быть, на работе или там, где вы учитесь. Может быть, вас кто-то познакомит, там, друзья, коллеги. Отношения будут зрелые. Мы еще уточним королеву жезлов в конце 15 дней. Хорошо для тех, кто работает, у кого карьера, бизнес. Здесь ложится шестерка кубков. Здесь, может быть, вы воплощаете какие-то проекты, которые отложили на потом. Может быть, для них не было условий, времени. Может быть, это проекты, которые связаны с вашими друзьями. Или здесь работа связана, может быть, с детьми. Может быть, продажа товаров для детей. Или что-то для украшения дома, создания гармоничного очага. Может быть, вот цветами, да, вы торгуете. Или, может быть, знаете, организация каких-то детских праздников. Может быть, какие-то парки развлечений или дни рождения, юбилеи. Да, также может быть здесь помощь от кого-то для реализации ваших задумок. Ну, давайте мы уточним одну карту. Потому что помощь или сбор информации, потому что в деньгах императрица ложится. Это может быть траты на какое-то новое начало, новый проект или новый бизнес. Может быть, пока вы собираете, как я говорю, информацию или работу с какими-то бумагами, документами, или что-то все-таки связано с мелким бизнесом. Ну, тут новое начало, да. Тут или новый проект какой-то, к которому вы готовились, или это возрождение старого проекта, но что-то для вас очень важное. Скорее всего, здесь будут пока траты, но в то же время императрица говорит, когда мы вынашиваем какую-то идею, вот это семя, как беременная женщина вынашивает ребенка, и мы это семя сажаем в землю, ухаживаем, и потом соберем хороший урожай. Но так как она легла по деньгам, скорее всего, придется потратиться на какие-то проекты. Не знаю, может быть, какое-то оборудование купить или там помещение снять. Ну, разные траты могут быть. У кого-то здесь может быть дорога. Вас могут пригласить какой-то друг. Может быть, это друг детства или какой-то близкий к вам человек. Или это бывший коллега. Вы получаете известие, но вам нужно будет куда-то уехать, в какую-то дорогу. Ну, а также это загореться чем-то новым, то, что вы хотите воплотить в жизнь. Хорошо, для тех, кто в поиске работы, шут, здесь какое-то новое начало. Это может быть новая работа, где будет испытательный срок, или вам нужно будет еще получать здесь знания. Может быть, это вообще новая сфера деятельности для вас. Также это может быть работа, связана, опять же, с детьми, или поездки, командировки, переезды. Или для того, чтобы найти работу, вам нужно куда-то уехать. Это может быть другой город, а может быть другая страна. Это начать жизнь с чистого листа.
Но, как правило, шут всегда дает нам какие-то новые возможности, перед нами открываются новые горизонты. Может быть, это даже работа на удаленке через интернет. Вот звезда — это интернет. Но по дереву, скорее всего, вы понимаете, что быстро бизнес развиваться не будет. Если это вот для тех, кто хочется заняться эзотерикой, учтите, во-первых, конкуренцию. Может быть, проведите какие-то рекламные акции, ну, если... Ну да, потратиться придется. И понимайте, что развиваться все будет очень медленно, но стабильно. Вам самое главное, нужно просто набраться, даже не набраться, а проявить вот эту мудрость. Что ваши клиенты или ваши зрители, они обязательно вас найдут. Но пройдет какое-то время. Здесь еще может быть траты на смену статуса. Может быть, кто-то тут получает предложение руки и сердца, кто-то переезжает. Также могут прийти детские. Ну и траты на какие-то свои проекты, планы, задумки. И в конце 15 дней у вас ложится королева жезлов. Ну, это ваша масть, ваша карта. Королева жезлов может показывать, что любые ваши начинания обещают быть очень успешными. Особенно все, что касается работы, бизнеса, карьеры, финансов. Ну, а также это может относиться к вашей личной жизни. По королеве жезлов вы будете уверены в своих силах, вы будете проявлять лидерские качества. Но вы еще можете и организовать вокруг себя людей, как бы стать для них лидером, повести их за собой. Также в конце 15 дней может возникнуть какая-то ситуация, в которой вам нужно будет проявить силу воли. Как бы взять решение этого вопроса на себя. Ну, давайте мы уточним. Тройка мечей. Ну, тройка мечей может говорить о какой-то потере. Да, это может касаться отношений, может быть, разлада с кем-то, разрыва отношений. Также это может быть вот по пятерке, по тройке, может быть, что-то сломается. Или вы не получите какой-то результат, который вас расстроит. Ну, однако шестерка-то у нас легла. Вы знаете, иногда у нас бывают в жизни какие-то кармические потери, и с прошествием времени мы оборачиваемся и понимаем, а может быть, это было к лучшему. Вот не упустила я что-то или не потеряла я что-то. Может быть, я бы не решилась на какие-то перемены. Это в то же время вот страшный суд, тройка мечей — это освобождение, это отказ от чего-то. Это может быть еще победа над собой, над своими разочарованиями. Или это еще, знаете, тройка, это отсечь что-то. Вот у вас была двойка, сомнения, колебания. Потом мы принимаем решение, вот что-то убираем и добиваемся победы. Может быть, это для тех, кто хочет заняться эзотерикой. Тогда карта говорит: действуйте, вас ждет успех. Ну, в совет предупреждения ложится карта кризиса. Она говорит, что вы должны его пройти с честью. Да, у нас случаются кризисы эмоциональные, финансовые. Может быть, кризисы в работе, в отношениях. Но это для чего-то нам дается, для получения опыта. Но еще здесь карта в предупреждении говорит заниматься своим духовным ростом. Не зацикливаться только на материальной стороне жизни. Потому что здесь люди проходят мимо церкви. Церковь — это все-таки духовное учреждение. Хорошо, давайте получим совет для вас от оракула королевы Луны. Стрельцы, первая половина сентября. Карта называется Balance. Balance — это баланс, равновесие. Карта говорит: ищите равновесие. Не впадайте в крайности недостачи или излишков чего-то. Это всегда приводит к разбалансировке нашей жизни. Это могут быть крайности в здоровье, в питании, в занятиях спортом, в реализации ваших планов. То есть здесь самое главное, вы должны держать контроль. Еще карта может говорить о заземлении и осознании того, что приводит дисбаланс в вашу жизнь. Также причиной вот этой разбалансировки может быть какая-то ситуация, на которую вы будете очень бурно реагировать. Поэтому карта вам советует сохранять гармонию, баланс вот в эти 15 дней. Хорошо.
Давайте еще посмотрим, что нам скажет маятник. Маятник, ответь, пожалуйста, стрельцам. Первая половина сентября. Ответ на их вопрос: да или нет. Ответ да. Причем очень уверенный, о чем бы вы ни спрашивали. Вот такой у нас получился с вами прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего хорошего. До свидания.